Проведя небольшой опрос, я обнаружила, что более 70% любителей инвокера играют исключительно билдом Exort. Почему же мы, молодые перспективные колдуны, так сильно недолюбливаем QV? Сегодня я попробую разрушить мифы о бесполезности сине-фиолетовой стратегии, а ты, прекрасный зритель, скажешь мне, что об этом думаешь. Рука как будто бы сама тянется, чтобы прокачать экзорт, ведь именно экзорт может в соло снести вражескую вышку до 10-й минуты. Именно эта желтенькая сфера несет в себе силу, способную постоянно держать врага в напряжении. И, конечно же, каждому из нас, обожателей инвокера, хочется ощутить себя маленьким мираклом, ведь удовольствие, получаемое от красивых санстрайков или мощных прокастов в тимфайте, бесценно. Несмотря на все веселье и интригующую сложность исполнения такого билда, у Exort инвокера имеется множество недостатков, в особенности это можно наблюдать на эверейдже выше среднего, от 5000 ММР и больше. Тем не менее, именно всеми нелюбимый класс Векс является абсолютным фаворитом хай-ранг игроков и, собственно, профессиональной сцены. Чем же так сильно отличаются эти два инвокера и почему все-таки стоит попробовать выйти из зоны комфорта и потестить QV? Квас Exort. Такой инвокер сильно привязан к собственной башне, потому что в 90% случаев покупает Мидас, скипая при этом ботинок. У самого героя отсутствует ганг-потенциал, покидать центр или давать сейф ТП ему крайне невыгодно. Родной мувспид 280 и голая зеленая перчатка на Мидас с нуликом превращает его в сладенького пирожочка. Exort инвокер — это одна из самых легких целей для ганга. Вследствие покупки Мидаса и дальнейшего агрессивного фарма всего, что движется, союзник на керри остается ни с чем, никто не создаст ему спейс, наш огненный волшебник только пожмет плечами и отправится мидасить большого крипа на тройке. Большинство популярных героев миди очень сильно зависит от рун и крайне мобильны. Это позволяет им без лишних усилий совершить ганк на ваших союзников, чтобы полностью отравить им жизнь на карте. Не всегда контроля активки фарджоум будет достаточно, чтобы остановить врага. Наконец, Exort инвокер очень зависит от таймингов, будь то Мидас, Арчит, Аганим и так далее. Очень легко вывести героя из строя несколькими выходами в мид, ведь опаздывая с таймингами, инвокер становится все слабее и шансов на успешную реализацию айтемов мало. Пример. Заруинив игру инвокеру несколькими смог-гангами, враги уже не боятся Арчида, купленного на 18-й минуте, когда у их керри уже имеется манта. Недавно мне довелось потерять более 300 рейтингов в соло-матчмейкинге. Вы наверняка знаете, каково это. Особенно меня расстроили лузы на инвокере. В каждой из игр вражеский мидер мувался по всей карте и не давал моим тиммейтам спокойной жизни. Я ничего не могла сделать. Во время катки я буквально физически чувствовала, что спейса нет ни у меня, ни у моих коров. Я посмотрела свои реплеи и поняла, что слишком много делала одно и то же, как будто бы есть только один способ играть на моем любимом герое. Тогда я решилась попробовать что-то совершенно новое. Вашему вниманию представляется Квас Векс. Квас Векс инвокер — один из немногих мидеров, который уже на первом уровне имеет 13 хп регена под 3 арбами и съеденным танго. Очень часто инвокера маны жалуются, что на QV тяжело ластхитить. На самом же деле ювелирный ластхит на стадии лайнинга нам не нужен. Дело в том, что любые попытки трейдиться с нами хп заведомо проигрышные, вследствие чего с добитых крипов враг тратит уйму денег на ресурсы. Таким образом, даже уступая по крипам, мы никогда не проигрываем линию по нетворсу, потому что нам эти ресурсы не нужны. Наш вокер очень мобильный, может двигаться по всей карте. Он создает спейс для своей команды, а не отбирает его. Нужды в том, чтобы фармить лесные кемпы, практически нет. На ранней стадии игры в связи с маленьким уровнем у героев ограниченный монопул. Правильное ЕМП в файте делает энеми совершенно бесполезными. В таких условиях вражескому мидеру будет очень сложно отравить лайн вашим тиммейтам, ведь Квас Векс инвокер всегда может сделать ТП и заруинить ганг контрнападением.
Очень важно, что на QV нет необходимости максить ледяную сферу. 4-5 скиллпоинтов вполне достаточно для комфортных комбо. Уже на 10 уровне, а в зависимости от ситуации и раньше, можно получить алакрити для своего керри, после чего выходить в любимый экзорт билд. Несмотря на то, что у нас всего 3 способности для ганга врага, их более чем хватает, чтобы внести мощный импакт в тимфайте. При этом нам совершенно не нужно иметь шмотки, нулик и урна с голым ботинком и в бой. У меня больше 6500 матчей на инвокере, и 90% из них только экзорт. Должна признаться, я принципиально не хотела пробовать квасвек стиль, думая, что это лоу-скильно. Однако, попробовав, я с уверенностью могу заявить, QV — это сильнейшая стратегия для активной доты, которой можно фармить легкие и быстрые ПТСы, и такой инвокер ничуть не уступает экзорту. Напиши в комментариях, если хочешь, чтобы в следующем видео я подробнее разобрала популярные сборки и плейстайлы на Квасвекс инвокера и где их применять. Это самое первое видео, которое я монтирую. Мне очень понравилась аудитория на ютубе. На этом канале я искренне хочу делиться своим личным опытом освоения инвокера с теми, кому это покажется интересным. Если тебе понравилось видео, не забудь оставить лайк. До скорых встреч!